тур оглядовая экскурсия по Одессе. Всех запрошуємо прямо сейчас. Молодежь, поехали кататься, всех запрошуємо. Одесситов, вёстое место запрошуємо на экскурсию. Сегодня 27 мая 2025 года и всем привет из Одессы. Как вы видите, мы уже дома, Одесса встретила нас проливным дождем, но, к счастью, погода наладилась, вышло солнышко и, надеюсь, ничего не помешает нашей с вами прогулке, разве что только воздушная тревога, но мы будем очень надеяться, что ее сегодня не будет. Иду через горсад, и что-то так пахнет, думаю, что за знакомый аромат. А это зацвел жасмин. У нас мама тоже посадила на даче жасмин, но когда мы были, он еще не цвел. А здесь уже цветы есть. Добрый день. Здравствуйте. Мы ваши подписчики. Да, здравствуйте, Я очень узнал приятно. сразу. Мы просто Спасибо проездом. большое. Да? А можно, может, вы хотите кому-то привет? Можно навести на вас? Не хотите? А из какого вы города? Запорожье. Запорожье. Привет, город Запорожье. Класс. Вы к нам на экскурсию? А? Вы погулять в Одессу приехали? Проездом. Проездом. Отдыхать ездили на море. Спасибо. Не успела приехать в центр города, уже встретила наших подписчиков, наших зрителей. Поверьте, это всегда так приятно, когда вы отзываетесь. Но я, конечно, всегда теряюсь. Вот честное слово, это всегда очень неожиданно. Но так понимаю, что нужно привыкать. Я тоже передаю большой привет в город Запорожье. Как я уже сказала, мы вернулись домой. Уезжали мы на несколько дней. Как раз попали на то время, когда в Одессу очень сильно обстреливали. И, к счастью, получилось хоть немного отдохнуть от этого всего и перезарядиться. Но у всех работа, у всех свои занятия, поэтому вернулись домой. Долго там находиться тоже не можем. Отдохнули и возвращаемся в свою реальность ежедневную. И с ужасом ждем следующих ночей, потому что соседи рассказывали, что было очень шумно в нашем районе и были слышны снова взрывы. Смотрим, что будет дальше, но, конечно, все время стараемся верить в лучшее. Многие спрашивали название местности, в которую мы ездили. Мы обязательно вам о ней расскажем, обязательно ее покажем, скажем название и даже как туда проехать, потому что это курортное место. Но, к сожалению, сейчас война, и поэтому решили этого не делать. Вот будет все спокойно, и обязательно вас с ним познакомим. В Одессе был дождь, и это далеко не самая большая лужа. Ливень был еще тот. Мы по трассе ехали, шел ливень, ну и привезли тучку с дождем прямо в город. Пару дней назад здесь на площади была большая съемочная группа, потому что в Одессе снимается кино о Довженко, которое называется «Режиссер». К сожалению, мы не попали на съемки, это вам не показали. Ну вот сейчас здесь танцуют замечательные девушки. Так, это для пешеходов, которые не смотрят по сторонам. Видите, уже даже пишут «подивись». Подивись вправо и подивись влево, когда выходишь на дорогу. Это касается всех. Часто сталкиваюсь с тем, что люди не знают, что переименовывают улицы. Иду по улице Пушкинской. Сейчас у нее новое название – улица Итальянская. Хотя название тоже относительно новое. Пушкинская уже когда-то была итальянской, и это было ее первым названием. Этой улице более 200 лет. Она одна из самых старых в Одессе, но и одна из самых прекрасных. Здесь недалеко прилетела ракета в известный отель в Бристоль. Мы к нему сейчас подойдем, и еще до сих пор все забито фанерными листами рядом. Ну и, конечно, на это все больно смотреть, потому что вот музей тоже западного и восточного искусств тоже забит фанерными листами, хотя очень-очень красивое здание, и всегда, когда прохожу, любуюсь им. Жаль, конечно, что люди, которые сейчас приезжают в Одессу, не могут насладиться всей прелестью города. Вот эти фанерные листы, конечно,
все портят. Так, а вот какое-то телевидение. Там. Но мы не будем давать интервью, мы пойдем с вами дальше. Смотрите, сверху пленки на окнах, а снизу фанера. Очень люблю и эту улицу, и здание, которое на ней есть. Здесь Бристоль, который, ну не знаю, наверное, не оставляет равнодушным никого, потому что, ну, и цвет у него красивый, и архитектура красивая. Здесь рядом и филармония, кстати, которая тоже тогда от прилета пострадала, и до сих пор окна у нее забиты фанерными листами. Ну, так все красиво, но когда проходишь, и вот это везде фанерой все забито, как-то становится немного жутковато. Я раньше думала, что центр, который защищен ЮНЕСКО, точно безопасен, и в нем ну, никак ничего не может произойти. Но видите, как я ошибалась, и последствия ликвидируют до сих пор. Сейчас перейду дорогу и еще немного с вами прогуляемся. Кстати, Бристоль — это первый 5-звездочный отель в Одессе и первый 4-этажный отель в Одессе. И ему уже больше 100 лет, 125, по-моему, или 126, уже точно не помню. Но тем не менее, своего шика он не утратил. Ресторан здесь был тоже, так приятно проходить было, вазоны красивые. Но видите, сейчас вот привезли то ли газобетон, то ли что. Видно, ведутся работы. Ну и хочется пожелать удачи, быстро его восстановить. Все-таки Бристоль прекрасен. Филармонию тоже ничего не обошло стороной. И видите, тоже фанера. Такая красивая улица, такие здания. А везде все напоминает вокруг, что сейчас война. Небо сегодня какое красивое. Наконец-то оно не серое, как с утра, а уже есть проблески даже голубого. Хотела снять такое веселое видео. Ну, конечно, когда смотришь по сторонам, веселье исчезает. Но не будем унывать и будем все-таки говорить о чем-то позитивном, о чем-то хорошем, ведь такое тоже есть. Хоть казалось бы, в Одессе сейчас небезопасно. Май никого не радует погодой и теплом. Достаточно холодно. Через пару дней лето, а дожди все идут и идут. Тем не менее, Одесса готовится. Одесса приготовилась и ждет туристов. И это не только на словах, потому что, как вчера опубликовали в новостных каналах, что очень многие отели на июнь уже забронированы, а аренда квартир начинает пользоваться все большей и большей популярностью. А сейчас расскажу вам немного о ценах. На днях новостные паблики опубликовали, что перед началом летнего сезона посуточные цены начинают сейчас стартовать от 600 гривен за однокомнатную квартиру и доходят до 1300 гривен. Чем ближе к морю, тем выше стоимость жилья. В Аркадии однокомнатные квартиры в среднем сейчас 800-1300 гривен за сутки, а двухкомнатные 1500-2000 гривен за сутки. Но все зависит от квартиры, от ремонта в ней, от места, в котором она находится, центр, и ближе к морю это всегда дороже квартиры и покупка, и долгосрочная аренда, и посуточная аренда. Поэтому это всегда нужно учитывать. А вечером я посмотрела прогноз погоды, и обещали, что всю неделю в Одессе будут дожди и 18-20 градусов максимум. И только что я думаю, посмотрю погоду, нет ли вечером дождя. А все изменилось. И обещают через несколько дней 26 и 30 градусов в городе. Ура! К нам идет лето. Все-таки
Не зря туристы бронируют отели. Вы знаете, начали бронировать постепенно не только квартиры, но в Одессе сейчас есть спрос и на элитное жилье. Одесса дорогой, богатый город. В Украине все же есть богатые люди, которые хотят приехать комфортно и красиво отдохнуть. Поэтому пятизвездочные и четырехзвездочные отели уже тоже забронированы на начало июня на 98%, как утверждают новостные каналы. И это круто. Мне кажется, одесситы должны только порадоваться, что несмотря на войну, к нам едут туристы и, соответственно, везут нам деньги. Совсем недавно у нашего друга, которого многие из наших зрителей знают, был день рождения. Więc, drogi Grzeszku, z całej naszej rodziny życzymy dla Ciebie dużo zdrowia, dużo szczęścia, miłości, radości, powodzenia w życiu. Życzymy dla Ciebie wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń i życzeń i 100 lat, a nawet co tam 100 lat, nawet i więcej. Поздравляем Тебя bardzo serdecznie. Вдоль улицы иду и вижу, что заведения не прячут генераторы, хотя сейчас электричество есть все время, но предупреждают о том, что летом из-за жары его может и не быть. Поэтому все так подготовились и ждут, не понимая, что будет дальше и будет ли электроэнергия этим летом. Смотрите, какие розы красивые. Невозможно пройти мимо. Прям арочка такая с них. Сейчас тюльпаны, петунии будут постепенно сменяться розами. Вот тоже арочка. Боже, как прекрасно Одесса весной и летом. Я вам не могу передать. Особенно центр. Я желаю всем хорошего дня. Тихого, спокойного дня. Хорошего настроения. Желаю этого всего и вам, и нам. И хочется надеяться, что это лето будет снова спокойным в Одессе. Поэтому, если у вас есть возможность, собирайте потихоньку чемоданы, собирайте денежку и приезжайте на лето к нам отдыхать. Одесса очень любит гостей, и Одесса всегда очень и очень их ждет. До встречи в следующем видео. Пока-пока.